Дорогие друзья, приветствую вас на канале Разумная медицина, доктор Евдокименко. И сегодня у нас очень актуальная тема. Как заставить измениться другого человека, скажем, мужа или жену, или своего ребенка, или как повлиять на сотрудников на работе, чтобы они изменились. И можно ли вообще это сделать? Очень часто мои пациенты или мои подписчики и мои зрители, чаще это зрительницы, спрашивают меня: Павел Валерьевич, а можно ли как-то повлиять на мужа? Или можно повлиять на моего ребенка, потому что он ведет неправильную жизнь, он такой-сякой, он плохо учится, делает не то, он не хочет работать, еще какие-то варианты могут быть. Вот как на них повлиять, чтобы эти люди изменились? То же самое часто спрашивают про сотрудников на работе. Вот у меня сотрудники не такие, как бы мне хотелось, у меня начальник плохой. Можно ли с этим что-то сделать, можно как-то повлиять, чтобы этот человек незаметно, неожиданно изменился. И здесь, дорогие друзья, как говорится, у меня для вас две новости. Плохая новость, из-за которой вам это видео сначала может очень не понравиться, и, как положено, в конце будет хорошая новость. Итак, начнем с неприятной информации. Заставить другого человека, именно заставить другого человека измениться практически невозможно. Если какой-то человек когда-то изменится, то сделает это он только сам. Хотя, конечно, бывают ситуации, когда на другого человека можно долго давить, можно капать ему на мозги, и может показаться, что он изменился. Но после этого очень часто происходит откат, и человек, скажем так, возвращается к себе прежнему, причем это происходит порой очень болезненно и очень неприятно для окружающих. Поэтому помните о правиле, о котором я писал в книге «Принцип пуповины». Никогда не ждите, что человек, с которым вы общаетесь или с которым вы живете, вдруг в один чудесный день изменится по вашему желанию. Если это когда-то и произойдет, то, скорее всего, это произойдет только тогда, когда вы этого ждать уже не будете. Поэтому стройте свои планы в отношении любого человека, исходя только из того, что есть сейчас и какой он сейчас. Независимо от того, кто этот человек, ваш муж или жена, ваш ребенок, начальник или просто сотрудник. Не тратьте свои годы на ожидания. Вот сейчас он поймет, какой я хороший или какая хорошая, наконец он все осознает и изменится. Прождать можно долго, очень долго, можно прождать годы и десятилетия. Обычно излишней терпеливостью и привычкой ждать у моря погоды страдают наши любимые женщины. Они очень часто любят страдать и ждать, что что-то изменится. Например, муж пьет, и вот женщина порой годами может ждать, что когда-то он одумается и перестанет пить. Бывают случаи, что перестанет? Бывают. Но заставить его бросить пить, скорее всего, не получится. Если мужчина бросает выпивать, то, скорее всего, он это делает обычно только сам. Но ведь он может этого никогда и не сделать. И женщина будет ждать, когда же мужчина завяжет с выпивкой до глубокой старости. А еще женщина очень часто страдают, терпят и переживают из-за своих детей. Например, живет в одной квартире с выросшим непутевым ребенком, который не хочет учиться, не хочет работать, а женщина все ждет. А когда же он, такой любимый сыночек или дочка, одумается, когда же наконец что-то изменится? Ну а, собственно, зачем ему чего-то менять? Ему и так хорошо, ребенка обстирывают, ребенка кормят, за ним ухаживают. Чего ему? Все хорошо. Нет, в принципе, дорогие женщины, если вас в конечном итоге это устраивает, если вы можете с этим жить, если вы все это можете терпеть, то да, это тоже нормально, это в каком-то смысле выбор. Только еще раз, не надо привносить ожидания, что что-то произойдет и вот будет все по-другому. То есть еще раз, исходите из того, что есть сейчас на сегодняшний день. Но вот если терпение кончилось, тогда уже нужно не терпеть, не ждать, когда человек изменится, а начинать действовать. Не знаю, с мужем-алкоголиком, наверное, нужно разводиться в такой ситуации. С выросшим ребенком, с которым вы не можете находиться в одной квартире, и если кончилось терпение, нужно как-то разъезжаться. Если вас на работе достал начальник или сотрудники, есть в конце концов вариант сменить работу по возможности, а не ждать, когда опять же что-то изменится само. И в своих книгах, и в видео про принцип Берда я рассказывал о ключевом моменте. То есть у нас всегда есть такой выбор. Либо жить в той неприятной ситуации, которая вас не устраивает, и терпеть, и тем самым подрывать свое здоровье. Или вы продолжаете жить в этой неприятной ситуации, но учитесь относиться к ней как-то спокойнее, хотя это редко у кого получается. И третий вариант, который, наверное, очевидный: если что-то не нравится, просто действуй, меняй саму ситуацию.
если есть такая возможность. Например, если где-то в метро или на улице к вам пристал алкоголик или сумасшедший, наверное, нет смысла с ним долго общаться, пытаться его убедить, что на самом деле вы хороший человек, и он не прав. Это бесполезно. Просто нужно делать либо от него ноги, либо, ну извините, это не призыв ни в коем случае, но дать ему в глаз, ну, либо вызвать полицию. Ну, то есть нужно как-то все-таки от такого человека отстраняться. По-моему, это очевидно. Вот точно так же нужно делать ноги от любого другого неприятного вам человека. Неважно, кто это ваш друг, бывший друг, или ваш родственник, или ваш сотрудник. То есть по возможности нужно стараться разорвать нездоровые отношения. Если, напоминаю, есть такой вариант, если есть такая возможность. Что касается выросших детей. По моему мнению, когда ребенку стукнуло 20 лет или тем более лет 25, с таким выросшим ребенком нужно разъезжаться. Потому что из моей многолетней врачебной практики я не раз наблюдал от совместного проживания выросшего ребенка с его родителями, и у тех, и у других, и у ребенка, и у родителей часто просто начинает буквально ехать крыша. Конечно, не всегда разъехаться бывает просто, иногда мешает квартирный вопрос, но вот лично я в 21 год уехал от своей мамы в коммуналку. И ничуть об этом не жалею. С моей точки зрения, это было абсолютно правильное решение. Сейчас на минуту отвлечемся и сделаем такой экскурс. Очень часто ко мне на прием женщина приводит либо своих мужей, либо своих детей. И говорят: доктор, вот он не хочет лечиться, а вы обязательно, пожалуйста, его заставьте. А то он не хочет ни таблетки пить, ни лечебную гимнастику делать. Вот это все из той же серии. Даже здоровым другого человека нельзя сделать насильно. То есть пока человек сам не созреет, что он начнет чем-то заниматься, его нельзя заставить. Конечно, если речь идет о том, чтобы заставить лечиться маленького ребенка, но не заставить, а маленького ребенка вы можете лечить. А уже созревшего, взрослого ребенка, подростка или тем более мужа, практически силком вылечить не получится. Еще раз говорю, любое лечение и любое изменение требует осознания самого человека. И теперь перейдем от плохого к хорошему. Если вы уже поняли, что насильно изменить другого человека практически невозможно, даже под гипнозом, то подумаем о том, как бы нам что-то такое волшебное в хорошем смысле сделать, чтобы этот человек все-таки, а вдруг вот он изменится. Вот есть ли какие-то, скажем так, способы легкого волшебства? Хорошая новость заключается в том, что можно попробовать, но я подчеркну, только попробовать изменить другого человека без воздействия на него самого. Изменить другого человека с помощью изменения, вот как ни странно, вы удивитесь, самого себя. Если вы сбросите свои обиды, свое осуждение и недовольство этим человеком, то, возможно, есть некоторый шанс, что этот человек, как ни странно, изменится. Это вот такое необычное волшебство, светлое волшебство, которое иногда срабатывает. Но, еще раз повторю, далеко не всегда, к сожалению. Но почему бы не попробовать? Даже просто ради эксперимента. Вы при этом все равно ничего не теряете. Способ первый. Я о нем уже говорил в других наших программах, я о нем писал в книгах своих. Этот способ называется записка прощения или формула прощения. Со стороны этот метод кажется очень странным и, возможно, нелепым. И вообще многие из вас поначалу подумают, что писать такие записки прощения — это совершенно бессмысленное занятие. Но между тем, во многих случаях метод работает. И работает довольно неожиданно. Помимо того, что, и это естественно, меняется ощущение того человека, который пишет записку прощения, порой самым неожиданным образом меняется тот человек, в отношении которого пишется эта записка. Почему это работает, я до сих пор не знаю. Или сделаю вид, что не знаю. Но тем не менее метод работает. И почему бы вам не попробовать эти записки несколько дней начать писать. А потом сами увидите результат. Или не увидите. Методика очень простая. Берете листочек, берете ручку. Печатать не надо, именно писать нужно. Есть несколько разных формулировок. Кстати говоря, под сегодняшним видео будет ссылка на мой сайт, и там эти формулировки будут расписаны более подробно. Но тем не менее, один из вариантов. Такой-то, такой-то или такая-то, такая-то. Я прощаю тебя за все, что ты сделал. Я прощаю тебя за твои поступки. Я прощаю и принимаю тебя таким, какой ты есть. Или такая, какая ты есть. Это вот один из вариантов. То еще раз повторюсь, есть несколько вариантов формулировок. Вы выбираете одну и в течение 5-7
ну, максимум 10 минут, такую формулу выписываете на листок бумаги. Пишите вы такие записки ежедневно, минимум 2 недели, максимум месяц-полтора. Чтобы добиться некого результата, нужна методичность. Писать записки нужно строго каждый день. Не меньше 5 минут в день подряд, но и не дольше 10 минут, то есть перебарщивать с этими записками тоже не нужно. Вопрос. Написали записку, что дальше с этой запиской делать? Да что хотите. Хотите порвите, хотите сложить в конвертик, выкинуть, хотите сожгите. Ну то есть вот как на душу ляжет. Друзья, хочу вас сразу предупредить. Если вы на кого-то действительно сильно обижены, или кто-то у вас вызвал сильные эмоции, сильное какое-то неприятие, то в первый раз писать записку на этого человека будет трудно. Вас даже будет корежить. И это, как ни странно, нормально. Это признак того, что мы попали в точку. На второй день писать такую записку будет легче, на третий день еще легче, и дальше, скорее всего, пойдет по накатанной. И в какой-то момент вы почувствуете, что у вас негативные ощущения к этому конкретному человеку практически исчезли. Но когда вы проработали свои обиды и неприятные ощущения в отношении одного человека, вдруг, откуда ни возьмись, могут всплыть какие-то застарелые обиды или неприятные ощущения в отношении совершенно других людей. И тогда такую же записку прощения вы можете начать писать и в отношении этих людей тоже. Пишите записки прощения до тех пор, пока вы не почувствуете, что все ваши застарелые обиды или переживания, скажем так, растворились, но практически полностью исчезли. Вот тогда работу можно считать законченной. Вопрос. Меня часто спрашивают, можно ли писать такую записку прощения в один день сразу в отношении двух разных людей. Я обычно советую за один раз писать записку только на одного человека. Но как крайний вариант вы за один сеанс можете писать записку на двух людей, но не больше, конечно. Вообще вот такие записки прощения очень неплохо работают, но, конечно, к сожалению, далеко не всегда. Понятно, что если вы с этим человеком живете в одном доме или в одной квартире, и каждый день у вас какие-то неприятные эмоции, какие-то переживания, какие-то плохие поступки со стороны этого человека, то да, тогда эта записка может не сработать. Но я еще раз подчеркну, а почему бы не попробовать? Вопрос. А что сделать, если человек категорически не любит писать? Ну вот не нравится ему писать и все здесь. В этом случае все то же самое можно проговаривать по тем же самым правилам. 5, максимум 10 минут в день на протяжении определенного времени. Вот все то же самое, что предлагалось писать, вы просто-напросто проговариваете. Тут, правда, есть определенные правила, впрочем, достаточно простые. Во-первых, проговаривать все это нужно в тот момент, когда вы дома находитесь одни, ну или хотя бы никого нет рядом. Есть еще несколько нюансов, но рассказывать о них будет довольно долго. Чтобы не затягивать видео, опять же сделаем так. На той же страничке на моем сайте все это будет расписано очень подробно. Прочитайте, пожалуйста. Есть еще один метод, скажем так, изменения вас, изменения тех, кто вас окружает. Метод в каком-то смысле более сложный, он требует некой артистичности. Но тем не менее метод очень любопытный и интересный. Называется он обмен телами. Эффект от такого обмена телами порой получается просто невероятно. В чем все это заключается? Ну, многие психологи советуют: постарайтесь понять другого человека. Постарайтесь вот почувствовать его. И этот способ не всегда работает. В данном случае нужно постараться вжиться в другого человека, на какое-то время стать буквально этим человеком внутренне. Это еще более странный метод, чем записки прощения, но тем не менее этот метод порой работает очень хорошо. С чего мы в данном случае начинаем? Нужно выделить время, примерно час, когда дома никого не будет, то есть вы должны быть в полном одиночестве. Зрительно представьте человека, который вас обидел или который вас обижает, и мысленно поменяйтесь с ним телами. То есть мысленно войдите в его тело. Представьте, что вы – это он. Представьте себе это максимально детально. По возможности даже можете слегка поактерствовать. То есть вообразите и попробуйте воспроизвести какие-то его жесты, какие-то его словечки произнести. Может быть, даже походку какую-то, пройтись какой-то походкой, как ходит этот человек. Еще раз повторю. Сейчас вы – это он. Вы как бы одно целое. И теперь постарайтесь представить, что этот человек чувствует, о чем он переживает, что его тревожит, о чем он думает.
какие у него проблемы, какие заботы ему приходится решать, что у него не ладится, что с ним происходит в его душе в конце концов. Условно говоря, что вот обо всем этом думаете не вы, а думает он сам. Очень часто, уже в первый раз, когда человек выполняет вот эту методику обмен телами, он в первый же раз начинает испытывать странные чувства. Он начинает чувствовать своего обидчика, он начинает его лучше понимать, к нему приходит осознание каких-то странных моментов. И порой, да, как ни странно, приходит такое чувство, как любовь к этому человеку. Не та поверхностная любовь, которая сопровождает многих из нас, а более глубокая, которая называется любовь понимания. Всю эту методику обмен телами можно и нужно делать только один раз в день, на протяжении нескольких дней. И хотя эта методика выглядит очень странно, и кто-то скажет, что это вообще бред, тем не менее, эта методика меняет в первую очередь и вас самих, но иногда очень странным образом меняется тот человек, который вас обижал, на которого у вас накопились неприятные эмоции. Вот почему он меняется, я объяснить не смогу. Но как будто вот эти ваши манипуляции, не знаю, оставили в его душе какой-то след. Это все очень странно, но вот порой это удивительным образом работает. И тут в процесс съемок вмешивается съемочная группа. Ребята спрашивают, а вдруг с помощью этой методики кто-то попробует человеком манипулировать, человеком, в которого вы как бы мысленно входите, и попробует сделать что-то нехорошее. Нет, к счастью, это так не работает. Это методика принятия, это методика любви в каком-то смысле, то есть это методика понимания, но не более того. И о чем бы хотел сказать. Вот многие люди, которые это услышат, они скажут, ну это вообще какой-то бред, какая-то ерунда, эта методика не работает. Ну я тоже не верил в первый раз, пока сам не попробовал. Тем не менее методика работает, хотя да, конечно, не всегда. Она, во-первых, и от вас требует неких усилий, некой артистичности. Но порой она дает совершенно волшебные результаты. И теперь в конце совет для продвинутых пользователей. Вот он уж точно подойдет далеко не всем, но вдруг, если с помощью предыдущих методов вы провели некую очистку своей души, у вас на душе наступило, возможно, особое спокойствие, то тогда можно сделать еще вот что. Вдумчиво, не спеша, не делая поспешных выводов, проанализируйте, а почему этот человек вообще появился в вашей жизни вот таким, какой он есть. Чему, возможно, этот человек вас учит. Что вы должны осознать и, возможно, изменить в себе или в своем отношении к жизни, или в своем отношении к другим людям. Иногда недостатки того человека, который находится рядом с вами, указывают на какие-то моменты, которые нужно изменить в себе. Хотя осознать это довольно сложно, и принять это довольно сложно, и иногда на такое осознание уходит долгие месяцы или даже годы. Ну, например, у меня, как у каждого человека в жизни, тоже были какие-то свои, ну, скажем так, кармические задачи или жизненные задачи, как угодно их назовите, многие не любят слово кармический, но тем не менее. Например, в моей жизни была такая ситуация, когда мне буквально нужно было научиться давать отпор, образно говоря, давать зубы. Кстати говоря, когда я в какой-то момент становлюсь уж слишком благодушным, то жизнь мне напоминает, что бывают ситуации, когда ты должен дать резкий отпор другому человеку. Бывали в жизни у меня и другие задачи. Например, с моей первой девушкой я наделал много ошибок, а жизнь меня учила тому, что нужно было быть терпимее к недостаткам других людей. Потому что иногда, когда мы бываем нетерпимыми к недостаткам другого человека, и даже поменяв этого человека на другого, то есть разойдясь с ним, в следующий раз мы можем столкнуться с тем, что у следующей нашей пассии недостатки будут еще более серьезными, как вариант. То есть в данном случае можно расстаться с этим человеком, который вас категорически не устраивает, но при этом по возможности нужно просто его принять таким, как он есть. И тогда, возможно, вы с собой не потащите вот этот шлейф ошибок в следующие отношения. Но когда я говорю о том, что нужно быть терпимее к недостаткам других людей, это не значит, что все их нужно терпеть. Просто нужно принять этого человека, не осуждая. И да, возможно с ним расстаться, но уходить нужно без осуждения, без обид, без каких-то внутренних переживаний. Дорогие друзья, я понимаю, что вторая часть видео получилась очень странной и непривычный, наверное, для нас сегодня формат.
Но тем не менее, попробуйте вот то, что я рассказал, ну, как бы переварить, принять и, возможно, осознать. И те методы, о которых мы рассказывали во второй части программы, методы избавления от своих негативных ощущений к обидчику, еще раз, вы можете к ним относиться скептически, но почему бы не попробовать? Попробуйте, вдруг это что-то изменит. Нет, так нет. То есть, по крайней мере, вы ничего не теряете. И, друзья, напоминаю, что под роликом будут ссылки, на которые вам нужно обратить внимание. Там много полезной информации, обязательно их посмотрите. Кроме того, я вас попрошу, как всегда, пожалуйста, оставляйте свои комментарии, делитесь своими историями. Только не переходите на личности, будьте, пожалуйста, вежливы. А мы желаем вам всего доброго, будьте здоровы и подписывайтесь на наш канал.